Приветствую, друзья! В этом ролике наша эпопея по самым странным и неизвестным станкам продолжается, а поговорим конкретно о станках, у которых кроме необычной конструкции присутствуют и дополнительные функции, порой не совсем однозначные, однако мы совсем разберемся. Ну а я не буду долго тянуть кота сами знаете за что, а приступим к первому станку, найденный на заводе по изготовлению боеприпасов в Бирмингеме, Англия. Станок был изготовлен сразу после окончания Второй мировой войны, и это был самый необычный станок того времени. При первом взгляде, кроме огромного количества различных рычагов и рукояток управления, можно заметить и довольно крепкую и надежную буровую установку. Однако не это самое интересное. Если открыть кожух передней бабки, то мы увидим цепной привод шпинделя и коробки подач. Скажу честно, я никогда с таким не сталкивался и не могу сказать, насколько такое решение практичнее и надежнее, и чем конструктор руководствовался при создании такого механизма. Может, у вас какие-то догадки? В остальном станок более или менее типичный для того времени. Мощная чугунная станина с возвышающимся над ней плоскими направляющими, по которым перемещается не менее массивный суппорт с поперечной подачей. У станка есть ходовой винт для нарезания резьб. А если у вас возникли вопросы по поводу привода для сверлильной установки, то тут все просто. С задней стороны станка, а именно позади передней бабки, находится небольшой редуктор, вращение на основной вал которого также передается цепью. Из редуктора вращение передается по небольшому валу на редуктор внутри колонны, ну а оттуда по внутреннему валу на шкив. Вообще, если быть объективным, то конструкция самого сверлильного станка с легкостью могла выполнить функцию и вертикальной фрезерной головки, так как у станка есть и малая, довольно точная подача. Но конструктор решил, что сверлильный им нужнее. Следующий неизвестный станок, по некоторым данным, был сделан в 1850-е годы, и он полностью соответствует своему времени, но с некоторыми особенностями. Станок нашли на Нормандских островах, однако про страну, где он родился, ничего не известно. Возможно, там, где его и нашли. У станка есть большое количество странных решений, например, наличие 4 подач вместо 3 привычных нам, а также расположение суппорта не на верхней поверхности станины, а на передней боковой. Соответственно, и направляющие формы ласточкин хвост находятся на этой поверхности. Но вы, возможно, заметили, что направляющие есть и на верхней поверхности станины. Они предназначены для перемещения задней бабки. Станок оснащается и винтом подачи, но я долго ломал голову, зачем он там, ведь привод для него ручной, и получается, что у станка 2 ручные продольные подачи. Но на самом деле у станка 2 поперечные подачи с различными толщиной валов и шага резьбы. Другими словами, станок оснащен продольной и малой продольной подачами, а также поперечной и малой поперечной подачами. Кроме этого, в нижней части суппорта находится рукоятка и для вертикальной подачи. И тут появляется тот самый логистический дисбаланс, ведь никаких механизмов регулировки задней бабки по высоте нет, как у других рассмотренных ранее станков. И как же центровка? Все становится на свои места, если вспомнить, что станок не только токарный, но еще и орнаментальный. И кроме суппорта, нам на это еще намекает и весьма необычная передняя бабка, конструкция которой, вероятно, обусловлена наличием механизма копирования, который, к сожалению, отсутствует в нашем экземпляре. О происхождении следующего станка вообще ничего не известно, и казалось бы, совершенно обычный токарный станок, но вот скажите, где его управление основной продольной подачей? На самом деле она есть, и это не рукоятка с винтом или зубчатой рейкой, а рычаг с фиксатором. И для выполнения тех задач, для которых станок предусмотрен, этого вполне хватает. Вероятно, вы не поверите, но это резьбонарезной станок, предназначенный для нарезания короткой, но очень точной резьбы, используемая в производстве оптических приборов и инструментов. Для выполнения данной работы у станка есть копировальный механизм, состоящий из небольшой колонны круглого сечения, прикрепленной к стойкам шпинделя передней бабки и выполняющая роль хобота. Колонна может выполнять возвратно-поступательные движения,
Шаблон резьбы фиксируется на заднем конце шпинделя передней бабки. На него опускается копировальная головка, установленная на левом конце колонны. Для регулировки глубины врезания есть специальная площадка, на которой упирается регулировочный винт. На правом конце колонны находится кронштейн для фиксации режущего инструмента. Процесс нарезки довольно простой и исходит из того, что шаблон вращается одновременно с заготовкой, и ползунок, перемещаясь по шаблону, двигает на ту же дистанцию и всю колонну с резаком. В остальном станок совершенно обычный. Ну а напоследок мы рассмотрим совершенно необычный двуглавый монстр в виде комбинированного строгального и горизонтально-фрезерного станка. Предположительно был изготовлен в Австрии и предназначался для использования на борту корабля. Несмотря на его относительно скромные размеры, станок довольно крепкий и надежный. Сделан по всем канонам станкостроения начала 20 века и оснащался даже автоматической продольной подачей. У меня на этом все. Ну а у вас я попрошу написать свое мнение по поводу этих станков. А если ролик понравился, я пойму по количеству лайков. Спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.